Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я буду вас мотивировать. Рабочее название ролика: стоит ли пересаживать орхидею после покупки и что из этого может получиться. У нас есть вот такой вот счастливый пациент, на котором и мы будем это все дело смотреть. Я в хронологическом порядке буду называть ролики, где эта орхидея была таким вот главным героем, и мы посмотрим на то, что же произошло после пересадки. Эту орхидею я купил 1 августа, она была с цветами, и 3 августа был ролик на тему, как подобрать орхидею, чтобы она нас радовала, чтобы она была здоровой. Все такие нюансы, которые нужны знать для того, чтобы купить такой хороший здоровый цветок. 18 августа была пересадка этой орхидеи. И горшок, в принципе, был не такой уже маленький, но я решил все-таки посадить ей вот такой вот горшок, для того, чтобы дать ей возможность развития. После этого были некоторые комментарии, где мне люди с уверенностью говорили, что это неправильно, это делать нельзя, она потеряет цветы, листики и вообще может даже умереть. Но так как эта орхидея у меня не первая, и я был уверен в своих силах, я знал, что все будет нормально. Поэтому смотрим, что же было дальше. Прошел месяц после того, как я ее пересадил, и у нас был ролик 14 сентября, и мы опыляли орхидеи, в том числе и вот эту орхидею. Она была с цветами, то есть прошел уже месяц после пересадки, никаких проблем не было. Было опыление, и потом опять через месяц и 10 дней мы смотрели результат нашего опыления. То есть прошло уже 2 месяца и 10 дней после того, как я ее пересадил. И если бы за это время что-то там было неправильно, орхидея бы уже нам показала. Ну, она была с цветами, на ней пыталась завязаться коробочка, именно на этой орхидее была неудачная завязь, и в итоге она отпала. Но она продолжала цвести и развиваться. Ну и дальше цветы начали со временем, конечно же, такой естественный процесс, когда они теряют окрас свой и отваливаются. Это нормально. И я думал, что орхидея теперь сбросит мои цветоносы, она усушит их. И мне придется их удалить, так как орхидея молодая, в принципе, это было бы нормально. Но, к моему удивлению, цветоносы оставались зелеными. И однажды я продолжал ухаживать, понятное дело, за ней. И однажды утром я обратил внимание, что на кончике цветоноса образовался маленький бутончик. И я сказал: вау! Орхидея хочет выйти на вторичное цветение. Это было удивительно, это было приятно. И мы видим, сейчас у нас 22 декабря. Орхидея начала выбрасывать цветы. Они еще не все раскрыты, некоторые только растут, только начинают, да? Даже вот новая веточка начинает идти. То есть орхидея чувствует у себя силы на цветение. Это говорит о том, что то действие, которое я сделал в свое время, пересадил ее после покупки, было правильным. И орхидея получила возможность развиваться дальше. Теперь обратите внимание на интересный момент. Вот у нас есть 2 листика. Вот с этим листиком я ее покупал. Этот листик уже у меня вырос начинает расти после пересадки. К чему это я говорю? Когда мы приобретаем орхидею, мы покупаем обычные в магазине. И там много разных цветов, разных сортов. И сотрудники, которые ухаживают за ними, не всегда знают, как правильно это делать. Они могут полить больше, чем надо, или наоборот меньше, или поставить ее куда-то не туда, или не покормить вовремя. И в итоге, в данном случае, эта орхидея, она замедлила свое развитие. Вот этот листик, который остановился в развитии, тому и доказательство. Пересадил ее в новый горшочек, подкормил ее, мы дали ей возможность развития на новый уровень. И результат мы видим. То есть, выводы можно сделать такие, что орхидею после покупки не то что можно пересаживать, это делать нужно. И, конечно же, аккуратненько, чтобы мы не повредили наших цветов, она для этого, в принципе, у нас и растет, чтобы на канале все это есть, как я делаю. Можете посмотреть, и результат у вас есть.
Поэтому мне интересно, как поступаете вы. Не поленитесь написать пару строк в комментариях. Что вы думаете по этому поводу? Как вы поступаете? Пересаживаете или не пересаживаете? И потом важно результат. Что же происходит после того, если вы купили и не пересадили? Она у вас отцвелась в маленьком горшочке. И что дальше? Потом пересаживаете или так продолжает развиваться, или умирать, или что? Я думаю, это важно будет не только мне услышать, потому что я ответ в принципе знаю, а это важно услышать людям, которые только-только начинают ухаживать за вот этими цветами. Им это интересно, им это полезно будет. Поэтому давайте помогать друг другу. Давайте выращивать красивые цветы, а не делать оружие. Я вам всем желаю удачи. Пока.